Наша галактика, Млечный Путь, несется сквозь темное, безмолвное пространство со скоростью 2 200 000 километров в час. Это примерно в 600 раз быстрее, чем летит пуля из самой мощной снайперской винтовки, созданной человеком. Но куда именно мы все летим с такой ошеломляющей скоростью? Долгое время лучшие ученые планеты не могли понять, что именно заставляет миллиарды звезд, планет, облаков газа и целых звездных систем мчаться в одном определенном направлении, словно послушные пассажиры невидимого космического поезда. Сегодня мы подробно разберемся в 3 удивительных вещах. Мы узнаем, какая скрытая и мощная сила управляет движением нашей родной галактики, как астрономы смогли разглядеть гигантский космический пылесос сквозь плотную непроницаемую стену собственной звездной системы и какая еще, более масштабная колоссальная структура прячется за пределами нашего сегодняшнего видимого космического горизонта. Если тебя завораживает космос, подпишись на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Мы привыкли воспринимать нашу Землю как нечто незыблемое и абсолютно неподвижное. Нам кажется, что холмы, реки и океаны вокруг нас всегда находятся на своих местах, а под ногами – надежная твердь. Но это ощущение – лишь иллюзия, созданная колоссальными масштабами Вселенной. На самом деле, мы живем внутри невероятного аттракциона, который не останавливается ни на одну секунду. Прямо сейчас, пока ты сидишь в кресле и смотришь это видео, ты летишь сквозь пространство с огромным количеством разных, накладывающихся друг на друга скоростей. Сначала Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1600 км в час на экваторе. Одновременно с этим наша планета мчится по своей орбите вокруг Солнца, делая полный оборот за 365 дней. И здесь скорость уже гораздо выше, около 107 тысяч километров в час. Это огромная цифра, но это только самый первый, самый скромный уровень нашего космического движения. Куда же движется само наше Солнце? Наше светило – это лишь одна из 200 миллиардов звезд, которые образуют гигантский космический мегаполис под названием Млечный Путь. И вся эта колоссальная звездная система находится в постоянном плавном вращении. Солнце вместе со всеми своими планетами, астероидами и кометами летит вокруг центра галактики со скоростью около 820 тысяч километров в час. Даже с такой сумасшедшей скоростью нашему Солнцу требуется около 230 миллионов лет, чтобы сделать всего один полный оборот вокруг галактического ядра. Последний раз, когда наша Земля находилась в той же точке пространства, где она находится сейчас, по ее поверхности только-только начинали ходить первые динозавры, а на планете существовал один огромный суперконтинент Пангея. Это движение кажется нам грандиозным и окончательным. Но астрономы 20 века внезапно столкнулись с фактом, который полностью разрушил эту стройную картину. Они обнаружили, что Млечный Путь как единое целое совершает совершенно другое, независимое движение. Что же может заставить двигаться целый звездный мегаполис? Представь, что ты едешь внутри поезда, который несется по рельсам, а внутри вагона кружится маленькая послушная муха. Муха думает, что она просто летает от одного окна к другому. Но для стороннего наблюдателя на перроне эта муха несется вперед вместе с огромным многотонным составом. Долгое время человечество было той самой мухой внутри галактического вагона. Мы прекрасно изучили вращение планет и движение звезд вокруг центра Млечного Пути, но мы совершенно не замечали, что сам наш огромный галактический поезд несется куда-то в сторону. Чтобы обнаружить это скрытое движение, ученым пришлось совершить настоящий прорыв в физике и научиться работать с вещами, которые невозможно увидеть обычным человеческим глазом. Им потребовалось найти во Вселенной некую абсолютную систему координат, относительно которой можно измерить скорость самой нашей галактики. И такая система координат была найдена. Ей оказалось эхо самого начала времен. Как именно ученые смогли увидеть это невидимое движение? В середине 20 века двое американских радиоастрономов, Арно Пензиас и Роберт Вильсон, настраивали свою большую и чувствительную антенну для работы со спутниками. Они столкнулись со странной проблемой. В каком бы направлении они ни направляли свой прибор, они постоянно слышали тихий, ровный, непрекращающийся шум. Этот шум не зависел от времени суток, от времени года или от погоды на Земле. Сначала они думали, что дело в неисправности аппаратуры или даже в птичьем помете, который оставили голуби внутри антенны. Они тщательно вычистили прибор, перепроверили все электрические схемы, но загадочный шум никуда не исчез. Оказалось, что они случайно совершили одно из самых великих открытий в истории человечества. Они поймали реликтовое излучение. Что же такое реликтовое излучение на самом деле?
Это как древняя тепловая фотография нашей Вселенной, сделанная через 380 тысяч лет после Большого взрыва. До этого момента Вселенная была настолько горячей и плотной, что свет просто не мог сквозь нее пробиться. Она напоминала бурлящий непрозрачный суп из элементарных частиц. Но в какой-то момент космос остыл, стал прозрачным, и первые потоки света вырвались на свободу. За 14 миллиардов лет космического путешествия этот свет сильно растянулся из-за расширения пространства и превратился в слабые микроволны. Сегодня это излучение равномерно заполняет каждый кубический сантиметр нашего пространства. Оно окружает нас повсюду. Когда ты включаешь старый аналоговый телевизор на пустой канал и видишь на экране прыгающие черно-белые точки, а из динамиков раздается характерное шипение, знай, что примерно 1% этого шума создается теми самыми древними фотонами, которые родились в момент зарождения нашего мира. Но как этот древний космический шум помог измерить скорость Млечного Пути? Здесь на сцену выходит знаменитый эффект Доплера. Это физический закон, с которым ты сталкиваешься в обычной жизни постоянно. Представь, что ты стоишь на обочине дороги, а мимо тебя с включенной сиреной мчится машина скорой помощи. Когда машина приближается к тебе, звук ее сирены кажется более высоким и частым. А когда она проносится мимо и начинает удаляться, звук резко становится более низким и глухим. Это происходит потому, что звуковые волны перед движущейся машиной сжимаются, а за ней растягиваются. Точно так же этот закон работает и со светом. Если мы движемся навстречу источнику света, световые волны для нас сжимаются, и их цвет смещается в синюю, более теплую сторону спектра. Если же мы удаляемся от источника, волны растягиваются, и свет смещается в красную холодную сторону. Что же увидели астрономы, когда посмотрели на карту реликтового излучения? Представь, что реликтовое излучение – это абсолютно ровный, неподвижный и однородный туман, который заполняет комнату. Если ты стоишь посреди этой комнаты, туман кажется тебе одинаковым во всех направлениях. Но если ты начнешь очень быстро бежать вперед, то туман перед твоим лицом станет визуально плотнее, а сзади – более разреженным. Когда ученые в конце 20 века отправили в космос первые специализированные спутники для измерения реликтового фона, они получили поразительную картину. Наша карта Вселенной оказалась четко разделена на две половины. В одной стороне неба реликтовое излучение казалось чуть-чуть теплее, чем должно быть. А в противоположной стороне неба оно выглядело немного холоднее. Это явление ученые назвали дипольной анизотропией. И оно могло означать только одно – наш Млечный Путь вместе со всей Солнечной системой и всеми соседними галактиками на огромной скорости летит в сторону этого потепления. Какова же точная скорость этого глобального полета? Когда физики провели все необходимые расчеты, они получили цифру, которая поначалу показалась им неправдоподобной. Оказалось, что мы несемся в пространстве со скоростью более 600 км в секунду. За 1 секунду мы преодолеваем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. За минуту мы пролетаем 36 тысяч километров. Это почти длина земного экватора. Каждый час мы оставляем позади себя более 2 миллионов километров пустоты. Это движение направлено в сторону южного созвездия Центавра. И это не просто вращение или случайное колебание. Это мощный, направленный и скоординированный дрейф колоссальных масштабов материи. В этот полет вовлечены не только мы, но и все наши ближайшие галактические соседи на расстоянии в сотни миллионов световых лет. Но почему мы раньше не замечали этого сумасшедшего движения? Причина кроется в том, что в космосе нет сопротивления воздуха. Когда ты летишь в современном пассажирском лайнере на высоте 10 тысяч метров со скоростью 900 км в час, ты можете спокойно пить кофе и читать книгу. Ты не чувствуешь этой скорости, потому что самолет летит плавно, а воздух внутри кабины движется вместе с тобой. Ты замечаешь скорость только тогда, когда смотришь в иллюминатор на проплывающие внизу облака или Землю. Но в открытом космосе за окном нашей галактики нет облаков и ориентиров. Вокруг нас находится только бескрайняя пустота. Долгое время у человечества просто не было того самого иллюминатора, через который можно было бы увидеть наше реальное движение. Реликтовое излучение стало для нас первым таким ориентиром. Мы поняли, что наш космический корабль куда-то летит. Но сразу же возник следующий, гораздо более интригующий вопрос. Что именно обладает такой нечеловеческой силой, чтобы тянуть за собой миллионы галактик? По законам физики, ни один объект в космосе не может начать двигаться сам по себе. Чтобы разогнать массивную галактику до скорости в 2 миллиона километров в час, нужен другой объект, который обладает еще более чудовищной, невообразимой массой.
По закону всемирного тяготения, чем больше масса тела, тем сильнее оно притягивает к себе все окружающее пространство. Значит, там, в направлении нашего полета, должно было находиться нечто колоссальное. Ученые логично предположили, что в созвездии Центавра скрывается гигантское скопление галактик, которое своей гравитацией работает как мощный магнит. Астрономы немедленно навели свои лучшие оптические телескопы в ту точку неба, куда указывал эффект Доплера. Они ожидали увидеть там грандиозный город из звезд и галактических кластеров. Но вместо этого они увидели абсолютно ничего. Тот регион пространства выглядел совершенно обычным, там не было никаких сверхмассивных объектов, способных объяснить наше движение. Как такое возможно? Куда исчез гигантский источник притяжения? Ученые оказались в тупике. С одной стороны, точнейшие приборы и законы физики упрямо говорили, что нас что-то очень сильно притягивает. С другой стороны, самые зоркие телескопы планеты упорно показывали, что в той области неба нет ничего особенного. Это выглядело так, словно Млечный Путь притягивается к абсолютной пустоте, к какому-то невидимому космическому призраку. Этот парадокс оставался неразрешенным на протяжении нескольких десятилетий. Астрономы начали выдвигать самые экзотические теории, вплоть до ошибок в наших представлениях о гравитации на больших расстояниях. Но реальность оказалась гораздо прозаичнее и одновременно сложнее. Источник притяжения никуда не исчезал. Он все время находился там, где его и искали. Но он был надежно спрятан за завесой, которую человечество долгое время просто не знало, как преодолеть. Давай на минуту остановимся и попробуем осознать, как вообще человечество смогло узнать о существовании структуры размером в 500 миллиарда световых лет. Ведь у нас нет возможности отлететь в сторону и посмотреть на все сверху. Мы заперты внутри. Это все равно, что пытаться нарисовать подробную карту огромного мегаполиса, никогда не выходя из одной единственной маленькой комнаты на первом этаже без окон. История этого открытия – это настоящий научный детектив, который начался с самого простого человеческого недоумения. В XIX веке астрономы были абсолютно уверены, что наша Вселенная статична. Они считали, что звезды – это вечные неподвижные фонари, закрепленные на невидимом куполе ночного неба. Да, они знали, что планеты движутся вокруг Солнца, но сама идея того, что целые галактики могут куда-то мчаться с сумасшедшей скоростью, показалась бы им чистым безумием. Все изменилось, когда в начале 20 века молодой и амбициозный американский астроном Эдвин Хаббл поднялся на вершину горы Маунт-Вилсон в Калифорнии, где в его распоряжении оказался самый мощный на тот момент телескоп в мире – 100-дюймовый рефлектор Хукера. Хаббл начал детально изучать странные размытые туманности, которые до этого считались просто облаками газа внутри нашего Млечного Пути. То, что он обнаружил, потрясло основы науки. Измеряя расстояние до этих туманностей с помощью особых пульсирующих звезд и цефеид, он понял, что эти объекты находятся невероятно далеко, за пределами нашей галактики. Это были самостоятельные, огромные звездные острова, другие галактики. Но самое странное открылось тогда, когда Хаббл решил измерить их скорость. Он заметил, что свет от абсолютного большинства далеких галактик сильно смещен в красную сторону спектра. Хаббл вывел закон, который сегодня носит его имя. Чем дальше от нас находится галактика, тем быстрее она от нас убегает. Это открытие перевернуло все. Оказалось, что Вселенная не статична. Она расширяется во все стороны, словно гигантский воздушный шар, который кто-то надувает. Представь себе резиновый шарик, на котором маркером наставили кучу точек. Когда ты начинаешь его надувать, пространство между всеми точками увеличивается. И с какой бы точки ты ни посмотрел, тебе будет казаться, что все остальные точки от тебя убегают. И долгие десятилетия ученые были уверены, что это расширение – единственный закон, управляющий крупномасштабным движением в космосе. Считалось, что все галактики просто разлетаются в разные стороны от места Большого Взрыва, и в их движении нет никакой другой логики. Но в 1970-х годах астрономы начали замечать странные необъяснимые аномалии. Группа исследователей, которых в научных кругах иронично прозвали «семью самураями», решила провести самую масштабную на тот момент инвентаризацию космоса. Они начали измерять точные скорости сотен близлежащих эллиптических галактик. Ученые ожидали увидеть идеальную, чистую картину хаббловского расширения. Все объекты должны были удаляться от нас с предсказуемой скоростью, зависящей только от расстояния. Но реальные цифры никак не хотели укладываться в стройные теоретические формулы. В данных был обнаружен колоссальный систематический сбой. Выяснилось, что помимо общего плавного разлета Вселенной, существует какое-то скрытое паразитное движение. Огромный регион космоса, включающий в себя тысячи галактик, почему-то двигался вбок.
Это выглядело так, словно на резиновый шарик, который равномерно надувается, кто-то сильно нажал пальцем с одной стороны, создав вмятину. Целый поток материи шириной в сотни миллионов световых лет куда-то сносило, словно мощным океанским течением. Это движение назвали пекулярной скоростью, то есть личной, собственной скоростью галактик, которая не связана с расширением пространства. И этот великий космический поток упрямо увлекал наш Млечный Путь в сторону созвездий Центавра и Гидры. Нас куда-то тащит неведомая сила, а мы даже не видим врага в лицо. И знаешь, почему мы его не видели? Из-за нашей собственной эгоцентричности. Мы слишком долго смотрели на космос изнутри своей уютной квартиры и забывали, какие грязные у нас окна. Наш Млечный Путь – это плоский диск. И наше Солнце сидит не где-то сверху, а прямо внутри этого блина, ближе к его краю. Когда мы теплой летней ночью смотрим на небо и видим красивую светящуюся полосу, которую зовем Млечным Путем, мы на самом деле смотрим вдоль этого самого блина. Мы видим ребро своего собственного дома. И вот тут начинается главная проблема. Этот диск не пустой. Он под завязку забит миллиардами ярких слепящих звезд. Но еще хуже то, что между этими звездами плавают колоссальные плотные облака межзвездной пыли и холодного газа. Это не та пыль, которую ты вытираешь с полки. Это микроскопические частицы углерода, кремния и железа, по сути, настоящий космический дым. И когда этот дым растягивается на тысячи световых лет, он становится абсолютно непроницаемым для обычного света. Каждая пылинка имеет размер, примерно равный длине волны видимого света. Из-за этого синий и зеленый свет поглощаются пылью почти полностью, а красный свет рассеивается. Именно поэтому, кстати, заходящее солнце на Земле кажется нам красным. Его свет пробивается сквозь толщу запыленной атмосферы. Но в центре Млечного Пути этой пыли так много, что она поглощает видимый свет в миллиарды раз эффективнее. Это как пытаться разглядеть номера машин на трассе во время лесного пожара, когда все затянуло едким черным смогом. Ученые назвали эту область очень поэтично – «Зона избегания». Звучит как название запретной территории из фантастического хоррора, но это официальный астрономический термин. Это гигантская слепая зона, которая отрезает от наших глаз примерно 1/5 часть всего ночного неба. И по какому-то абсолютно издевательскому закону подлости наш великий притягиватель оказался ровно по центру этой самой зоны. Он спрятался за самой плотной, самой грязной частью Млечного Пути, прямо за галактическим ядром. Для оптического астронома великий аттрактор оставался абсолютным призраком. Человечеству потребовалось полностью переосмыслить само понятие «свет», чтобы пробить этот барьер. Как же обхитрить космический дым? Представь, что ты ночью стоишь перед глухим деревянным забором. Если ты посветишь на него обычным карманным фонариком, свет просто отразится от досок, ты ничего не увидишь. Но что, если у тебя в руках будет тепловизор? Забор мгновенно станет неважен. Ты увидишь тепло человеческого тела, которое стоит за этим забором. В конце 20 века физики научились делать точно такие же тепловизоры, только космического масштаба. Они поняли, что разные волны ведут себя в пространстве совершенно по-разному. Наша атмосфера и космическая пыль обожают глотать короткие волны видимого света. Но если сдвинуть приборы в сторону инфракрасного или рентгеновского излучения, картинка кардинально меняется. Инфракрасные лучи длиннее, они просто огибают крошечные пылинки, как морская волна огибает маленький камушек на пляже. А рентгеновские лучи настолько мощные и высокоэнергетические, что они прошивают эти облака насквозь. Когда в космос полетели первые инфракрасные спутники, такие как Ирос, а позже космический телескоп Спитцер, зона избегания начала медленно сдавать свои позиции. Инфракрасный свет прошел сквозь грязный диск Млечного Пути так, словно его там и не было. На инфракрасных снимках зона избегания внезапно заиграла миллионами далеких, скрытых до этого галактик. Но настоящим прорывом стало использование рентгеновской астрономии. Зачем вообще смотреть на космос в рентгеновских лучах? Мы знаем, что в больнице рентген используют, чтобы просветить человека насквозь. Но в космосе рентгеновское излучение рождается только в самых экстремальных, безумных условиях. Его не могут излучать обычные спокойные звезды вроде нашего Солнца. Чтобы родилось рентгеновское излучение, материю нужно разогнать до сумасшедших скоростей или нагреть до десятков миллионов градусов. И именно это происходит в центрах гигантских скоплений галактик. Представь себе колоссальный космический мегаполис, где в одном месте собраны тысячи галактик. Между ними находится не пустой вакуум, а очень разреженный газ. Гравитация этого мегаполиса настолько сильна, что она постоянно сжимает этот газ, заставляя его атомы сталкиваться друг с другом на огромных сложностях. От этих столкновений газ разогревается до температуры в 40, 50 или даже 100 миллионов градусов.
При такой температуре вещество превращается в яростную плазму, которая начинает ярко светиться в рентгеновском диапазоне. Когда немецкий космический телескоп «Розат» и американская обсерватория Чандра провели рентгеновское сканирование зоны избегания, ученые увидели нечто невероятное. Сквозь завесу Млечного Пути проступили очертания гигантских, светящихся рентгеновских облаков. Это были центры огромных галактических кластеров, которые дремали там миллиарды лет. Самым близким и мощным из них оказалось скопление наугольника. Это колоссальное объединение галактик, расположенное как раз в самом сердце Великого Аттрактора. Стало ясно. Великий Аттрактор – это реальная, осязаемая и невообразимо массивная концентрация вещества. Перед учеными открылся огромный неизведанный регион космоса, где общая плотность галактик была в 1000 раз выше, чем в среднем по Вселенной. Именно эту колоссальную область и назвали Великим Аттрактором, что в буквальном переводе означает «великий притягиватель». Но что же на самом деле представляет собой этот загадочный объект? Вопреки частым заблуждениям в популярной культуре, Великий Аттрактор – это вовсе не какая-то гигантская черная дыра, которая хочет сожрать все живое вокруг себя. Это огромная гравитационная аномалия, колоссальное скопление материи. Представь себе обычную эластичную простыню, которую крепко натянули за 4 угла. Если ты бросишь на нее маленький легкий теннисный мячик, он будет лежать совершенно спокойно. Но если в самый центр этой простыни положить тяжелый массивный шар для боулинга, ткань глубоко прогнется, создав глубокую воронку. Все остальные мелкие предметы, которые окажутся на простыне, начнут неизбежно скатываться к этой центральной точке. Великий Аттрактор работает точно по такому же принципу. Это невероятное скопление огромного количества темной и видимой материи, общая масса которого составляет около квадриллиона масс нашего Солнца. Цифра с 15 нулями звучит слишком абстрактно для человеческого разума. Для сравнения, это масса десятков тысяч таких огромных галактик, как наш Млечный Путь, собранных в одном относительно небольшом по космическим меркам пространстве. Эта колоссальная масса создает настолько мощное гравитационное поле, что оно работает как космический пылесос, заставляя сотни и тысячи галактик в радиусе сотен миллионов световых лет медленно, но верно падать в свою сторону. Но попадает ли наш Млечный Путь в эту космическую воронку прямо сейчас? Да, мы действительно движемся туда каждую секунду нашей жизни. Наша галактика входит в состав так называемой местной группы, куда также относится гигантская туманность Андромеды и еще несколько десятков мелких карликовых галактик-спутников. Андромеда больше нашей галактики. В ней находится около триллиона звезд, и мы с ней медленно сближаемся под действием взаимного притяжения. Но даже эта огромная гравитационная связка двух гигантов оказалась абсолютно бессильна перед тем невидимым течением, которое тащило нас наружу. Нас уносило вместе с миллиардами других планет, черных дыр и газовых туманностей. И вся наша маленькая галактическая компания послушно дрейфует в сторону Великого Аттрактора. Но самое интересное и парадоксальное заключается в том, что мы, скорее всего, никогда до него физически не доберемся. Почему так происходит? Дело в том, что наша Вселенная не просто статична. Она постоянно расширяется, причем делает это с ускорением. За это глобальное расширение отвечает загадочная и невидимая темная энергия. Представь, что ты пытаешься бежать вперед по беговой дорожке, которая под твоими ногами постоянно ускоряется в обратную сторону. Гравитация Великого Аттрактора изо всех сил пытается притянуть нас к себе, но само пространство между нами и им расширяется быстрее, чем мы успеваем лететь вперед. Прямо сейчас гравитация Великого Аттрактора еще удерживает нас вместе. Но через миллиарды лет темная энергия станет настолько сильной, что она начнет побеждать гравитацию даже на таких масштабах. Она буквально разорвет всю структуру на части, разнеся ее элементы в разные концы остывающей, пустеющей Вселенной. Но пока этого не случилось, давай разберем наш точный космический адрес. В 2014 году группа талантливых астрономов под руководством Брента Талли решила составить подробную, точную трехмерную карту движения всех известных галактик в нашей части Вселенной. Они использовали очень красивый, элегантный и одновременно простой математический подход. Ученые мысленно отбросили общее, равномерное расширение Вселенной и сосредоточились исключительно на том, как именно галактики движутся относительно друг друга под действием своего взаимного гравитационного притяжения. Это масштабное исследование можно наглядно сравнить с изучением рельефа Земли по направлению течения обычных рек. Представь себе огромную разветвленную горную систему. Каждая капля дождя, падающая на высокий склон горы, строго подчиняется силе тяжести. Если капля падает по одну сторону горного хребта,
Она неизбежно стекает в одну реку и в итоге попадает в один конкретный океан. Если она падает чуть правее, буквально на 1 сантиметр, то она течет по другому склону и попадает совсем в другую речную систему. Астрономы провели такие же невидимые космические линии водораздела для гравитационных потоков материи. И то, что они увидели на своих компьютерах, полностью изменило наше представление о масштабах космического дома. Оказалось, что наш Млечный Путь и сам Великий Аттрактор – это всего лишь маленькие скромные части одной исполинской единой структуры, которую исследователи назвали Ланиакея. В переводе с гавайского языка это красивое слово означает «необъятное небо». И такое название подходит этой структуре как нельзя лучше. Чтобы осознать масштаб Ланиакеи, забудь все, чему тебя учили в школе про размеры космоса. Наша Солнечная система – это крошечная песчинка. Млечный Путь – огромный звездный город шириной в 100 тысяч световых лет. Наша галактика входит в состав местной группы галактик. Это наш пригород. Этот пригород, в свою очередь, является частью сверхскопления Девы. Раньше ученые думали, что сверхскопление Девы – это и есть наш самый большой финальный космический адрес. Но Ланиакея показала, что это было лишь одно маленькое крыло в Исполинском замке. Ланиакея – это суперструктура, которая объединяет в себе больше 100 тысяч огромных галактик. Ее диаметр – 500 миллионов световых лет. Представь себе, свет – самый быстрый объект во Вселенной. Летит от одного ее края до другого – 500 миллиарда лет. Наша Земля за все время своего существования успела бы облететь вокруг Ланиакеи всего 9 раз. И самое потрясающее – это то, как она выглядит. На компьютерных моделях Ланиакея похожа не на твердое космическое тело и не на круглый шар. Она выглядит как космический цветок, тончайшая полупрозрачная космическая паутина или как перо фантастической птицы. Она состоит из длинных ветвящихся волокон – филаментов. Каждое такое волокно – это цепочка из тысяч галактик, связанных друг с другом взаимным притяжением. И все эти волокна, все эти звездные реки медленно, плавно и величественно стекают в одну единственную точку. Именно там, в самом сердце этой нежной космической паутины, в самой глубокой точке ее гравитационного бассейна и сидит Великий Аттрактор. Теперь мы, наконец-то, поняли его истинную суть. Он не изолированный монстр, не случайная аномалия. Великий Аттрактор – это просто главное русло, сердцевина и центр тяжести нашей родной Ланиакеи. Но где именно заканчиваются физические границы нашего огромного космического дома и что лежит за его пределами? Линии гравитационного водораздела очень четко и бескомпромиссно очерчивают края Ланиакеи. Все, что находится внутри этих невидимых границ, медленно, но верно движется в сторону Великого Аттрактора. Но стоит нам мысленно перешагнуть эту невидимую черту, как мы мгновенно попадаем в совершенно другие зоны космического влияния. Совсем рядом с Ланиакеей находятся другие такие же гигантские исполинские сверхскопления галактик, у которых есть свои собственные независимые центры притяжения. Ученые обнаружили, что за пределами нашего сверхскопления материя распределена по пространству вовсе не случайно или хаотично. Вся Вселенная на самых больших космологических масштабах поразительно напоминает гигантскую бесконечную мыльную пену, или, если хочешь, структуру пористой шоколадки. Галактики и их крупные скопления образуют плотные тонкие стенки этих мыльных пузырей, а внутри самих пузырей находятся колоссальные пустые пространства, где нет почти ничего – ни звезд, ни планет, ни газа. Такие межгалактические пустоты астрономы называют войдами. Ближайший к нам такой пустой регион имеет просто огромные размеры, и мы буквально скользим по его краю, улетая от абсолютной пустоты в сторону плотных заселенных галактических областей. Но тут перед учеными встала новая загадка, которая заставила их пересчитать все заново. Когда исследователи посчитали общую массу всех 100 тысяч галактик Ланиакеи и прибавили к ней массу всего межгалактического газа, обнаруженного рентгеновскими телескопами, они столкнулись с пугающим дефицитом. Цифры снова не сходились. Оказалось, что всей этой видимой, осязаемой массы абсолютно недостаточно для того, чтобы разогнать Млечный Путь до скорости в 2 миллиона километров в час. Великий Аттрактор оказался гораздо сильнее, чем позволяла его видимая масса. Это означало только одно – большая часть этого космического монстра по-прежнему остается для нас невидимой. И здесь наука заходит на территорию самой большой тайны современной физики – темной материи. Не путай ее с темной энергией. Если темная энергия расталкивает Вселенную, то темная материя, наоборот, работает как невидимый космический клей. Она обладает гравитацией, она притягивает к себе обычное вещество,
но она абсолютно прозрачна. Она не испускает, не поглощает и не отражает свет. Она не видна ни в какие телескопы. Мы знаем о ее существовании только по тому гравитационному следу, который она оставляет в пространстве. Представь, что ты смотришь на ночной город с высоты птичьего полета. Ты видишь яркие цепочки уличных фонарей, светящиеся окна домов и фары машин. Тебе кажется, что город состоит только из этого света. Но на самом деле под этими огоньками скрываются невидимые в темноте многотонные бетонные здания, асфальтовые дороги, мосты и земля. Обычные галактики, которые мы видим, это всего лишь те самые редкие огоньки ночного города. А каркас этого города, его скрытая и основная масса – это темная материя. Великий Аттрактор – это прежде всего гигантский невообразимый узел темной материи. Именно ее невидимая тяжесть прогнула пространство настолько сильно, что обычный газ и целые галактики начали стекать туда, словно вода в водосток. Но, как мы уже знаем, история на этом не заканчивается. Наш космический детектив уходит еще глубже в темноту. Когда астрономы смогли учесть влияние темной материи и построили модель движения самой Ланиакеи, они увидели, что все наше сверхскопление целиком, вместе с Великим Аттрактором, темной материей и всеми 100 тысячами галактик, упрямо летит куда-то еще. Какая же сила способна двигать целые сверхскопления галактик, словно детские игрушки? Наша Ланиакея летит к объекту, который находится далеко за ее пределами, на расстоянии в 650 миллионов световых лет от Земли. Этот объект в астрономии называется сверхскоплением Шепли. Представь себе для наглядности, что Великий Аттрактор – это просто небольшой скромный холм на местности, к подножию которого лениво скатываются мелкие камешки галактики. Но сам этот холм со всем своим основанием находится на склоне гигантской колоссальной горы, которой и является сверхскопление Шепли. Это одно из самых массивных, плотных и гравитационно мощных скоплений материи во всей известной нам, видимой Вселенной. Там собраны тысячи и тысячи богатейших огромных галактических кластеров. Гравитационное влияние этой далекой структуры настолько велико, что оно ощутимо изгибает траектории движения целых сверхскоплений, включая и наш родной дом – Ланиакею. Но где же находится предел этой бесконечной космической матрешки скоплений и сверхскоплений? Существует ли какая-то еще более огромная, невообразимая структура, которая своим притяжением заставляет двигаться само сверхскопление Шепли? На этот фундаментальный вопрос у современной земной науки пока нет окончательного доказанного ответа. Мы неизбежно упираемся в естественный, физический предел наших возможных наблюдений, так называемый горизонт видимой Вселенной. Вселенная родилась 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. Свет летит с конечной, хоть и огромной скоростью 300 тысяч километров в секунду. Это значит, что самый далекий свет, который мы теоретически можем поймать на Земле, летел до нас все эти 14 миллиардов лет. Все, что находится дальше этой границы, скрыто от нас навсегда. Это космологический горизонт. Мы никогда не узнаем, что находится за этим краем. Возможно, там, в бесконечной темноте, скрываются еще более масштабные титанические гравитационные центры, сверхскопления Шепли 2-го, 3-го или 100-го порядка. Возможно, наша Вселенная бесконечна, и эта матришка из гравитационных ворон уходит вглубь без конца. Космос продолжает надежно хранить свои самые главные фундаментальные тайны, и каждый раз, когда человечество думает, что оно наконец-то полностью поняло его устройство, оно открывает нам новую, еще более величественную и масштабную картину мира. В самом начале этого видео мы задали вопрос: куда же так стремительно и направленно несется наш Млечный Путь, и почему мы все вместе движемся со скоростью 2 миллиона километров в час? Теперь мы знаем этот ответ. Мы все являемся прямыми участниками грандиозного, величественного и прекрасного танца космической материи. Наша родная галактика плавно и послушно течет по невидимым, тончайшим гравитационным нитям Ланиакеи, направляясь к Великому Аттрактору, пока вся эта огромная невообразимая структура целиком устремляется в сторону далекого и могучего сверхскопления Шепли. Все эти колоссальные запредельные масштабы, миллиарды световых лет, пустые войды и квадриллионы солнечных масс могут на первый взгляд показаться чем-то бесконечно далеким, холодным и чуждым нашей обычной, простой человеческой жизни. Но это совсем не так. Каждый атом твоего тела, железо в твоей крови, кальций в твоих костях и углерод в твоих клетках когда-то миллиарды лет назад были частью этого единого, бурлящего космического океана.
Мы не просто случайные сторонние наблюдатели, которые испуганно смотрят на далекие звезды с маленькой хрупкой планеты. Мы – самое прямое и законное продолжение этой гигантской космической структуры. Наше существование, наша удивительная способность мыслить, строить сложные космические рентгеновские телескопы и задавать сложные вопросы о природе Великого Аттрактора – это, по сути, единственный способ, которым сама наша Вселенная пытается осознать свои собственные масштабы. Через твои глаза космос смотрит сам на себя. Мы являемся важнейшей частью удивительного, бесконечного и светлого цикла. Осознание того, что мы, будучи крошечными существами на маленьком каменном шаре, смогли расшифровать движение объектов размером в 500 миллиарда световых лет, это не повод чувствовать себя ничтожными. Это повод для гордости за человеческий разум. Мы – обитатели необъятного неба. И наш полет продолжается прямо сейчас. Большое спасибо, что досмотрел это далекое путешествие до самого конца. Если тебе было искренне интересно узнавать о тайных механизмах Ланиакеи, поделись этим видео с друзьями и обязательно напиши в комментариях, как ты думаешь, что все-таки победит в будущем. Гравитация Великого Аттрактора или расширение темной энергии. До новой встречи в следующих выпусках, где нас ждут новые, еще более удивительные и вдохновляющие научные открытия.